Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Неожиданности и сюрпризы сентября. Обычно такие расклады я делаю чуть-чуть позже, но за счет того, что с самого начала месяца сентября период большой ретроградности, все человечество вступает в него, и сразу, буквально с первых чисел, сразу несколько серьезных игроков на астрологическом небосклоне нам могут теоретически, по крайней мере, вернуть какие-то вопросы, или, может быть, вопросы, связанные с отношениями, наши дела на какой-то пересмотр или доработку, или, может быть, какие-то по части юридических документов мы тоже тут можем переделывать, пересматривать, что-то дополнять. Могут быть и люди из прошлого, какие-то вопросы, которые не были решены, но то, что нам как раз потребуется как будто в будущем. Или, может быть, поставить своеобразную точку в чем-то нам приходится. Поэтому вот такой, для того, чтобы сделать прыжок вперед, нам придется отступить полшага назад и чем-то заниматься. И не всегда вот возврат прошлого, это не сами мы возвращаем, нет, отнюдь это именно обстановка такова. Или обстоятельства каких-то ваших дел в той или иной сфере жизни могут и вызвать вот такой вот возврат. Поэтому неожиданности и сюрпризы. И я решила сделать этот расклад, чтобы видеть, как будут обстоять события, может быть, с первых дней. И своеобразная прелюдия, когда мы словно выбираем судьбу уже в августе. И поэтому прелюдия могла быть в августе у кого-то. И, в принципе, вы, где-то можете уже предполагать, чем вы будете заниматься. Или какая сфера жизни уже, может быть, словно вернулась к вам, и вам уже сейчас приходится заниматься тем, что вы пересматриваете что-то. Но мы идем дальше. И у нас сегодня новый пасьянс, мои дорогие. Карты пасьянса нам расскажут, в чем неожиданности и сюрпризы. Ну и потом традиционно мы дополним картами Таро. Сегодня новый пасьянс. И я буду благодарна вашим откликам, отзывам. Карты спешат что-то вам рассказать. Насколько вам удобен этот пасьянс? Колесо фортуны. Неожиданности и сюрпризы. Так назовем наш пасьянс. Что же для вас, для вашего знака зодиака? Или какие, может быть, вопросы подскажут, которые как раз вам придется, может быть, с первых дней сентября заниматься. И это будет несколько либо неожиданно, или каким-то сюрпризом, может быть, для вас. Пусть лучшие сюрпризы, потому что в эти два слова я вкладываю неожиданности как вариант, может быть, и со знаком минус, но в сюрпризы однозначно плюс. Поэтому идем вперед. И смотрим, что у нас совпало. Вот уже, наверное, не важно, что там у вас еще дальше совпадет. Смотрите, птица Феникс. Возрождение. Наверное, возрождение невозможно. Как известно, Феникс из пепла восстает. И поэтому что-то может быть даже из разрушенного, из руин каких-то. У кого-то, кстати, это могут быть возврат в отношениях. Может быть и достаточно серьезный, с каким-то продолжением. Или, может быть, это продолжение, которое, нерешенные вопросы, конечно, у каждого по-своему, но это то, что чувствуете вы. Это не просто, наверное, удача, а тут именно возрождение какое-то. Смотрим, что совпадает. Карты намного крупнее. С одной стороны, может быть, это удобней. С другой стороны, возможно, и нет. Много места занимают. Но мне хотелось создать такую колоду, чтобы было хорошо видно. Потому что все те пасьянсы, которые мы использовали до этого времени, они типография. Нет, тут ничего не совпало. Нет, маска тоже не совпала. Еще руку не набила, поэтому сама себя перепроверяю. Так, и пока не вижу совпадений. Хорошо.
Смотрим дальше, потом еще. Более внимательно посмотрю. Так. Ну, не совсем это вам свойственно, паук. Это состояние внутреннего страха, беспокойства. Вот этот символ. Это не есть то, что на самом деле вам угрожает. Значит, может быть, путем каких-то сомнений. Или вам приходится делать, ну, как птица Феникс. Она ведь возродилась. И это какой-то цикл, этап нашей жизни, как будто все заново. Мы учимся чему-то новому. Или вы находитесь в новой обстановке. Действительно, какие-то неожиданности. Все же тут нам карта говорит, или значение о том, что птица Феникс, что бы тут ни происходило, само по себе как возрождение, это новые возможности. Но на первых порах, может быть, и есть определенные страхи, что-то не получится. Или, ну, обстановка какая-то тоже не ясна. Но вы же воины, мои дорогие овны. Поэтому искусством мелких шагов вы сумеете обустроить свою жизнь так, как нужно. Для вас последующий период жизни, тоже вот годы я даже имею в виду, для вас это, ну да, какой-то своеобразный квантовый скачок. И за период нахождения Хирона в вашем знаке у вас может, это по 27-й год, ну где-то середина года, вас периодически та или иная ситуация может тоже возвращать в прошлое. То есть не совсем короткий какой-то этап. И это не есть ретро-движение, это именно Хирон в знаке зодиака Овен. Достаточно долго. Как будто что-то нужно проанализировать. Может быть, окончательно избавиться от мусора. Как ментального, ну и так и от того, что вам мешает в жизни. Мешает что-то осуществить. Пока с вами говорю, смотрю, что еще совпадает. Теперь смотрю более предметно, и вы, мои дорогие, тоже смотрите. Я понимаю, пасьянс совершенно новый, и значения многие могут быть как в новинку. Но такие немногословные карты для вашего знака зодиака. Наверное, очень емкий образ Феникса. Само по себе возрождение. Возможно, у каждого в своей сфере жизни. Давайте мы на колоде Таро. Правда, не вижу больше совпадений. А нет, как не вижу? Подарок, мои дорогие, какая-то радостная новость. Или, в принципе, сам по себе подарок. Может быть, это как какой-то предмет, а возможно и сумма денег. Но, скорее всего, это именно подарок. Может быть, и через документы у кого-то какая-то дарственная, или вы договоритесь по какому-то сложному вопросу, вам удастся уговорить буквально какого-то персонажа. И тогда для вас это будет как дар небес. Вот видите как. Пока с вами потихоньку сижу, разговариваю, смотрю. У вас выпали вопросы дома. Дом совпал. Именно место нашего проживания. Значит, у вас выходит дом, птица Феникс. Выходит, да, есть какие-то сомнения, страхи, паук. И приятности, радости, подарки. Смотрим еще. Что могло у вас совпасть? Но нет таких значений, которые бы о чем-то предупреждали. Вот это у вас не совпало. И я не могу сказать, что есть, ну, какой-то драйв. Вот, кстати, на начало, если мы говорим с сентября, какое-то ускорение или, ну, вот что-то подобное. Такого тоже не присутствует на картах. Не совпали такие значения. И часто символизирует дом это, ну, где-то спокойное течение жизни. Но, видимо, по-другому и нельзя, потому что вам нужно быть очень внимательным. Очень внимательным, поскольку мы сказали с вами, что-то вы будете делать с начала сентября. Может быть, и возвращаться к прежним вопросам, ну так, планетарно, если мы говорим, но действовать совершенно не так, как вы бы сделали это прежде. Давайте мы достанем несколько карт.
Пусть нам пояснят, в какой сфере жизни, с какими делами может быть связаны вот эти значения. К примеру, значение Феникс. Про дом мы понимаем. Кто-то может и обустраивать дом, или решать какие-то семейные вопросы. Вы можете переезжать или уточнять, собирать какую-то информацию, готовить документы. Словом, все то, что связано со значением дом, вот эти дела, вы ими будете заниматься. Кто-то делает жилье свое более комфортным. Итак, неожиданности для вас, мои дорогие овны. Колесница, только сказала, спокойное течение жизни. Но, видимо, будет период, когда словно затишье. А по аркану колесницы это когда резко начинаются какие-то изменения. И, кстати, нам говорят, перекликается со значением Феникс. Не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Конечно, эта карта передвижения и скорости может и говорить, что, может быть, и будут какие-то паузы. Или пусть это не пауза, а где-то спокойный период, а потом словно колесо истории начнет убыстряться, и у вас какой-то драйв начнется. Может быть и так, мои дорогие овны. У кого-то может быть в последующем, правда, переезд или смена места жительства. Или, может быть, и смена статуса, опять же, с учетом значения Феникс. Но это карта успеха. Это не тот успех, который про сентябрь, правда. Это тот успех, который через какое-то время вы получите. Или то, чего вы достигнете. Но первые шаги действительно мы делаем теперь. Если мы говорим неожиданности, это не есть какой-то минус, разве что, как мы чего-то не сможем отложить на потом. Потому что по этой карте, по этому старшему аркану идет как сама по себе возможность. Поэтому если у вас есть действительно или предъявится какой-то удобный случай, или, к примеру, вам что-то будут предлагать, мои дорогие овны, не отказывайтесь. Собирайте все, а дальше разберетесь, нужно, не нужно, потому что вы будете сталкиваться, может быть, с новыми людьми, с какими-то новыми событиями, может быть, меняется какой-то регламент у вас на работе, меняется что-то по части личной жизни. И тут самое главное не вынести раньше времени вердикт. Вердикт именно который основан на нашем прежнем мировоззрении. Нам ведь сказали, тебе только вперед, не оглядывайся назад. Поэтому пока вы разберетесь, с чем согласиться, что не имеет смысла, должно пройти какое-то время. Но откликаться нужно сразу же, иначе упустите время. Неожиданности. Может быть и правда у кого-то будет связано с переездом. Король Пентаклей не совсем неожиданность, правда, но может быть есть какие-то вопросы по части финансов. Иногда эта карта символизирует также дела домашние, дела семейные или с нашими домочадцами. Король Пентаклей, он великий консерватор, поэтому где-то и вам может быть внутреннее чувство, так хочется вот отдохнуть, вам может захотеться покоя, уюта, какой-то стабильности. Но какой-то период сентября так оно и будет. Но наступает тот пункт, когда все убыстряется. Вот где-то так нам говорят, как и карты пасьянса, так и карты Таро. И ваша задача, благодаря вот такому консерватизму, это, конечно, может быть как человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли или имеет там асцендент, телец, дева, козерог. Или это наши домочадцы, это наши иногда супруги, те, которые нас поддерживают. И, безусловно, по этой карте есть человек, который вас поддерживает, мои дорогие овны. Но самому быть реалистом, вот где-то в энергиях короля Пентаклей, вам тоже необходимо, потому что на кону может стоять, ну, что-то имущественное, имущественно важное, как, пусть это будут деньги, или вопросы, связанные с жильем, или место вашего пребывания. Каковы еще неожиданности? Закрывая в прошлое дверь. Не оглядывайся назад. Были какие-то разочарования. Тайное может стать явным, кстати. Или вы сами поймете, как неожиданность, что какое-то дело я уже не буду продолжать. Или вы можете узнать такую новость, что словно со мной была какая-то игра. И вы очень переживали по какому-то вопросу или по какому-то делу. А тут вы придете, что нет, к выводу. Я ставлю в этом точку. Мне нужно собрать силы воедино, себя самого. Кто-то из вас может переключиться. К примеру, если мы говорим планетарно, у нас словно выбор в течение всей осени, не только сентябрь. Но просто
Сентябрьские энергии, они могут буквально врываться в нашу жизнь вот такими пересмотрами, как я уже сказала. Как раз нас и ставят перед каким-то выбором. И, к примеру, две области, либо личная жизнь, либо работа, бизнес. И если у вас больше проигрывается именно сфера личной жизни, вы здесь можете многое пересмотреть, для себя окончательно решить. И кто-то из вас, ну, может быть, предпочтет какой-то новый союз или будет желать познакомиться с кем-то другим еще. Но я могу предположить, что основное количество представителей знака зодиака Овен просто где-то вы начнете больше уделять времени либо заработкам, либо работе, либо будете для себя обустраивать жилье. Все равно это какая-то больше деловая сфера, потому что захочется взять паузу. Взять паузу по тому, может быть, делу или по той сфере жизни, где что-то не срослось. Потому что нужно время для того, чтобы после этой десятки мечей прийти в себя. Но в прошлое вы точно закрываете дверь. Но оно вам может и напомнить. И кто знает, может быть, вам придется куда-то отправиться, чтобы заключительный аккорд какой-то поставить в том деле, которое длится долгое время. Все расставить по полочкам, все расставить по местам. Все же у вас выпадает король пентаклей. И здесь, скорее всего, имущественные все равно будут присутствовать вопросы денежные. Ну и где-то либо партнерство, либо какая-то личная взаимосвязь, то тоже может такое быть. Хорошо, но это у нас все неожиданности. Давайте узнаем сюрпризы для вас, мои дорогие овны. Рыцарь жезлов вот где-то вторит карте колесница. Будьте готовы к неожиданностям, нам всегда говорят. И действительно, либо вам придется поехать, либо человек какой-то к вам приедет. Вы можете случайно узнать какую-то новость. И тоже вы не можете ее оставить без внимания. Может быть, просто звонок какой-то сделать телефонный. Но как-то вот ваша реакция, она предусмотрена. Это не значит, что мы согласились или отказались. Но какое-то среднее арифметическое для вас лучше удерживать. Как я уже говорила, пройдет время, что-то само прояснится еще больше, и перед вами будет более широкий как бы просмотр тех возможностей или каких-то объективных событий, но или за это время вы уже сами с чем-то определитесь. Но реагировать придется, ну, где-то так быстро. Поэтому быть реалистом в течение всего периода вот сентябрьского определенно стоит. Хотя я не вижу, знаете, какого-то и минуса, откровенно говоря. Ну что такое десятка мечей? Мы ежедневно делаем выбор. И если выбор сам по себе, он уже предусматривает, что мы как будто от чего-то отказались или словно закрыли в каком-то контексте вот эту дверь. Мы намерены что-то продолжать. С чем-то вы определяетесь. И, может быть, как раз после вашего вот этого определения ситуация, обстоятельства, назовите по воле высших сил, и начинают словно ускоряться. Итак, сюрпризы. Что же по поводу сюрпризов? Личной жизни могут быть какие-то приятные события. Король кубков. Конечно, это может быть и конкретно человек, который рожден под знаком зодиака, или асцендент. Это у нас стихия воды, рыба, рак, скорпион. По этой карте вообще, в принципе, вот как раз две сферы жизни и проигрываются. Личная жизнь и деньги. Поэтому где-то в сюрпризах ваш вопрос будет решаться словно между, да, вам баланс придется держать между материализмом и своими чувствами. Или решать вопросы буквально с вашими родственниками. Или это могут быть, к примеру, вашего партнера по браку, или просто, может быть, и брака нет, но вы вместе проживаете. Значит, у вашего партнера, к примеру, тоже какие-то события у родственников, и вроде бы вас они не касаются, но, тем не менее, вам в чем-то придется участвовать в жизни близких людей. Или ваша собственная личная жизнь, она именно попадает под вопрос сюрпризов. Что же там за сюрпризы, давайте узнаем. Ух. И ваша карта император. И мы по полу карту не рассматриваем, неважно, что у нас выпал король, как бы персона мужского пола, но это могут быть просто энергии. Нам карта больше хочет передать, что именно вот этот баланс,
как я сказала, деньги и взаимоотношения. А по карте императора это вы можете что-то согласовывать. Может быть, подписывать важные документы, кроме всего прочего. Мои дорогие овны, это же ваша карта. Это ваша сигнификация. Поэтому, может быть, это вам придется с кем-то договариваться и быть более в мягких, лояльных энергиях. Нам уже где-то об этом сказали. Потому что ты как будто не бери реванш. Никому ничего не доказывай. Какая-то ситуация еще будет меняться, и поэтому ты этого пока не видишь. Невозможно это знать. Карта колесница. Тут могут, знаете, как новости, сегодня одна пришла, а завтра противоположная. И такое может быть в сентябре. И пока вы разберетесь, что есть фейк, а чему я могу доверять, или кому я могу доверять, тоже какое-то время должно пройти. Поэтому император мудрый. Он имеет или ставит перед собой какую-то цель. Но он готов корректировать мелкие планы, чтобы что-то более глобальное не ушло или чтобы было осуществимо. Но вообще это сильная позиция. Кто-то сможет согласовать как раз важные документы, к примеру, по жилью. Или что-то решить, может быть, в высоких инстанциях, добиться, кстати, если уже какой-то процесс был словно запущен, то здесь вы можете как раз и получить эти самые документы. Или получить какое-то важное решение, мои дорогие. И такое я тоже не могу исключать. Хорошо, что же еще за сюрприз? Тут все, посмотрите, карта. Верховный жрец, как мы говорим, это словно по судьбе. И все то, что я еще говорила до карт, вы сумеете прочувствовать, возможно, даже где-то с первых дней, недель сентября. Конечно, эта карта может как раз и олицетворять, что кто-то из вас надумает вступить в брак, а кто-то, наоборот, развестись. Здесь, безусловно, у каждого по-своему, потому что цели у каждого из вас совершенно разные. Кто-то может пойти учиться причем какому-то новому делу, изучать совершенно какие-то новые либо навыки приобретать, либо направление вообще другое, которое где-то не стыкуется с вашей даже профессией. По верховному жрецу и к вам могут обращаться, мои дорогие овны, потому что это наставник, это учитель. Может быть, как решить тот или иной вопрос. Вы ведь можете быть, повторюсь, в позиции императора. Кто-то из вас может получить должность. Вот с этими двумя картами точно. Поэтому где-то нам карты говорят, ставь перед собой какие-то честолюбивые планы. Вот из разряда ваших собственных достижений. И тут словно пространство вам помогает дважды. Трижды, наверное. Все же и аркан колесница, и карта Феникс. Вот с этим дуплетом карт. Давайте мы достанем карту Совет. Карта Императрица. Ну, личная жизнь, мои дорогие овны, у вас точно на кону. Потому что выпадает пара двух сильных людей. И императрица – это более мягкие энергии. И нам говорят, вам, мои дорогие овны, придется договариваться, придется быть великим дипломатом, или, по крайней мере, не должно быть, знаете, какого-то монолога. Предпочтительней будет именно диалог. Люди разные или обстоятельства. Вам нужно и отстроить, и еще и вдобавок сохранить собственное благополучие. А для кого-то ведь это символ нового «я». Это могут быть как ваши новые честолюбивые планы или ваше творчество, ваше хобби, к примеру, которое вы решите монетизировать. Вы можете такой колоссальный разворот на 180 градусов сделать в сентябре, что, возможно, сами удивитесь. Или кто-то из вас, правда, решит вопросы по части личной жизни. Надумает либо вступать в брак, ну или те отношения, которые уже существуют, может быть, только де юре, а де факто все завершилось, вы захотите подвести к финалу. Очень важное свершение, да, вы будете сомневаться, вот этот паук, или, может быть, чего-то опасаться, а не наврежу ли я себе, тут ведь и такие могут быть мысли, но, в принципе, у вас сильная позиция. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.